Доброго время суток. Сегодня я хочу показать интересную позицию, которая случилась в чемпионате Европы. Вот сегодня. Я, кстати, не уверен, что все правильно, потому что я смотрел вот эту партию по Ютубу. Елена Скавитина играла с Евгенией Швед. Но Елена уже, в принципе, попала дальше. Получается, первую партию микроматча выиграла. Ну, естественно, проходила дальше. Вот это была вторая партия. Но, тем не менее, такой маленький шедевр, я считаю. Создали, наверное, обе соперницы. Но выиграла Евгения. Она играла черными. После хода АБ4 я думаю, что сделаю паузу. И стоит вам посчитать вот эту позицию. Очень симпатичная идея. АБ6. Ну, все форсировано, поменялись. Конечно, ход был здесь Ф-Е3. Ну, давайте не будем его смотреть. Давайте посмотрим, что было в партии. Д-Е3 и Е-Ф6. Такая вот идея и комбинация. Видите, как симпатично. И тем более такой вот форсинг. Хорошо форсировано, то есть симпатичная очень идея, конечно. Спасибо, что играли вторую партию. Ради такой идеи стоило играть. Далее, следующая позиция. Давайте за белых. Мария Таранина играла против Полины Петрусевой. И вот любопытная идея, но там еще вторая идея была, сейчас я покажу. Белые делают ничью, то есть кажется позиция плохая, но вот ЕД2, естественно, здесь нападать смысла нету, потому что ЦБ6 и идут вот эти вот нападения и так далее. Вот эта идея. А здесь GF6, вот здесь две идеи есть. И попробуйте их найти. Я маленькую паузу делаю. Первый вот этот симпатичный ударчик. Я вот не помню, даже встречал его, не встречал. То есть в своей практике. Ясно, что где-то он должен был встречаться. Он простенький, достаточно стандартный. Но вот уже, может, забылся и так... Вообще в партии вот было, конечно, симпатичный, и он такой практичный удар. Здесь, честно говоря, я смотрел вот другую идею. Сюда, и вот тоже все, думаю, нормально будет, ничья. Мне даже вот эта вот идея больше нравится за белых. Далее. Позиция из моих карточек. Ну, вот эта позиция встречалась неоднократно. В практике ход белых тоже можно ставить ее как форсированную. ДЕ3, БЦ7 и вот такие клещи. ЦБ6, АБ4. Идея какая? Чтобы на ДЦ5 пойти ЦБ4. А на БЦ5 вот основной пункт, можно сказать, партии, основной ход партии. Здесь, если Фе7, понятно, Еф2, ну где-то надо отдавать, видно. То есть все это проанализировать, если захотите. Фж7 с угрозой, то есть нападать нельзя, потому что Еф2. Ед4, GH. Ну и вот грозим напасть на шашку, надо ДЦ3 и вот таким образом выигрывается партия. Ну вот такая вот тоже симпатичная идея, мне кажется, и практичная. И вот давайте посмотрим сегодня ключевую позицию для расчета, я считаю. Позиции вот первая особенно позиция мне понравилась, конечно, была в практической игре на чемпионате Европы. Но вот эта композиция, я полагаю, что все-таки почерк Валерия Ивановича Свизинского очень, конечно, хорошая идея. То есть позиция, я считаю, то есть она форсирована. 14 ходов вот у меня получается. Давайте рассматривать. Я опять паузу чуть-чуть сделал, чтобы вы
может, сами нажали на паузу и попытались сами что-то решить. Итак, FG3. Шашка лишняя у белых, я напоминаю. Кто не посчитал. И вот BC5, бой-бой. В этой позиции нельзя... Так, нет, давайте вот с этого хода начнем. Сюда идея, понятно, простенькая, стандартная. DC7. Да, если бы я бы играл так. Если бы я играл бразильскую версию, здесь вот, кстати, давайте я мысль свою. Бразильскую версию, то такой ход бы, наверное, был интересный. То есть нельзя так ходить из-за этого. Но, то есть 2 на 2. Но вот такой вот момент, наверное, я бы все-таки здесь пошел. Нет, здесь, если, конечно, 2 я бы побил так. А вот давайте еще такой момент, наверное, есть какой-то. Ну, FE5, понятно, есть, да. Но бразильская версия, это я уже все вошел, то есть в бразильскую версию, 100 клетки. 100 клетки, можно сказать, вошел. То есть я занимаюсь то 100 клетками, то русскими. И вот видите, у меня такие в голове возникают мысли часто. Так, ладно, давайте основной вариант. Есть еще ход, есть ход DE7, но, скорее всего, вот этот ход ничего не дает. Не, скорее всего, не дает этот ход. А есть вот BA3, ну тоже вот интересно, надо проанализировать до конца вот эту вот позицию. То есть, давайте перейдем к авторскому решению. И оно очень симпатичное. CD6. Как бы вы сыграли за белых. Здесь еще этюд, кстати, даже есть. Его еще надо будет искать. Вот смотрите, на пал, то есть хочу рожон поставить. EF4 и провожу симпатичную вот эту комбинацию. Буду смотреть только ход HG7. Сюда. GH. И вот это вот известный этюд. Все, ходить некуда. Вот такая позиция. И я сегодня прощаюсь с вами. Играйте в шашки, развивайте свой интеллект и смотрите наш канал, естественно. До новых встреч!